Итак, сегодня мы приехали в отель Сепия и посмотрим, что нас там интересного ожидает. Давайте зайдем внутрь. Итак, сейчас посмотрим с вами первый номер. Он достаточно большой, очень просторный. Первое, что бросается в глаза, это вот такие огромные окна, которые здесь есть. И что создает очень много света в комнате, особенно если их открыть. А также это маленький балкончик, то есть сюда можно выйти. И у вас есть вот такая вот территория своя, на которой можно побыть, провести время и насладиться солнышком. Ну, давайте взглянем в сам номер. Здесь большая двуспальная кровать. Вот уже сразу положили халатики. Дизайн достаточно минималистичный. Две картины, вот такие, смотрите, интересные прикроватные лампы. И также есть большой шкаф с зеркалом и небольшая рабочая зона со всем необходимым, телевизором. И вот пойдемте посмотрим ванную комнату. Ванная комната не очень большая, но здесь есть все необходимое. Чистая душевая кабина, одна раковина, большое зеркало и необходимая косметика, которая может вам понадобиться. Также смотрите, на всех полотенцах есть название самого отеля, их лого. Также все очень чистенько. И сам номер действительно очень просторный. Ну, давайте посмотрим дальше. И мы уже находимся в новом номере. Он немного поменьше, это такой обычный дабл. Такой же минималистичный дизайн, все аккуратно, халатики, большая комфортная кровать, чистое все. Есть также, конечно, шкаф, зона рабочая со всем необходимым. Здесь окна чуть поменьше, но тем не менее это также балкон. Кстати, балкон чуть-чуть побольше, смотрите, он как будто ощущается, как будто он пошире. Но он, конечно же, покороче, так как и сам номер тоже поменьше. Вот такой вот здесь балкончик. И посмотрим ванну. Да, в принципе, ванная точно такая же, как и была в предыдущем номере. У нас есть душевая кабина, все необходимые полотенца, косметика, даже есть фен, можно воспользоваться. И на входе еще небольшой шкафчик с тапочками и всем необходимым. Вот такой небольшой, но достаточно светлый и уютный номер. Идем дальше. Итак, мы уже в новом номере. Смотрите, здесь у нас тоже две раздельные кровати. Номер такой же светлый, в принципе, как и предыдущий. Здесь есть балкончик. Давайте выйдем на него. Он такой, видите, немного неординарной формы, но, тем не менее, достаточно большой. Смотрите, отсюда уже открывается немного другой вид. Видно вот там огромную часть Тбилиси. Здесь, смотрите, зеленая часть, как раз-таки это тоже зеленая часть отеля. Туда еще спустимся. И хорошая погода здесь, конечно, здорово. Вернемся в номер. Что здесь еще есть интересного? Яркие красные акцентные стулья, рабочая зона, шкаф. Все по классике, как здесь уже смотрели. Этот номер, конечно, больше, чем второй. Здесь есть такой коридор. Да, и здесь у нас ванная комната. Да, все такое же чистое, аккуратное. Фен, косметика, душевая кабина и все необходимые полотенчики. И здесь небольшой такой стеллаж прямо на входе с тапочками, всем необходимым. Вот такой светлый, приятный, не маленький, но и не очень огромный номер. Давайте дальше. И мы уже в новом номере. Нас встречает огромное зеркало, ну, точнее, это шкаф.
для ваших вещей. Также сразу на входе ванная комната. В принципе, такая же, как во всех предыдущих номерах. Чистая, с душевой кабиной, раковина, фен, все необходимое, что может вам понадобиться. А также тут есть некая гостиная с вот такими интересными обоями, зоной, где можно отдохнуть, также с рабочей зоной. Здесь большие окна и выход на балкон. Но посмотрим сначала спальню. Здесь она в совсем другом стиле выполнена, не так, как мы видели раньше. Здесь большая кровать, аккуратная подсветка, смотрите, даже картина симпатичная. И здесь также, конечно, есть выход на тот самый балкон. Это, в принципе, самый большой балкон из тех, которые мы видели. Тут просто огромное количество места. Вот эти две части, соответственно, относятся к одному номеру, в котором мы с вами сейчас были. Отсюда прекрасный вид на Тацминду. Здесь все видно. Также здесь немного зеленой зоны. Там вот видно Тбилиси, остальная часть. Здесь, смотрите, растут, конечно же, живые растения. Все зелено. Какие-то цветы сейчас даже цветут. Сюда можно выходить загорать, просто отдыхать, наслаждаться погодой и видами. Вот такой вот большой, красивый номер мы с вами сейчас посмотрели со своим немножечко дизайном, вот таким вот интересным. Здесь также на этом этаже есть небольшой спортзал. Тренажеров немного, но в целом все необходимое здесь найдется. Большое красивое зеркало. Здесь также есть балкон, на который можно выйти. Да? Он такой уже более общественный для всех, кто посещает зал. Он такой большой. Отсюда тоже приятный вид. И даже, смотрите, видно колесо и башню, которые находятся на Мтацминде. Вот таким вот образом выглядит сам зал. Можно прийти потренироваться. И вот эта зона, это зона для завтраков. Смотрите, какая красивая люстра. Здесь интересные части дизайна. Здесь проходят только завтраки. Сейчас мы, конечно, немножко не успели, но здесь можно поесть. Посмотрите тоже, какие интересные цветы. И также можно выйти поесть в небольшой сад. Смотрите, какие здесь интересные есть кресла. Но сама территория очень приятная, зеленая. Смотрите, здесь пальмы нас встречают, зона для барбекю. Много зелени, цветущие растения, зонтики, столики. Сюда можно вынести свой завтрак и понаслаждаться хорошей погодой, тбилисским солнцем, по-настоящему отдохнуть, получить много витамина D. И также много наслаждения и отдыха. Вот такая здесь приятная, красивая зона. Прямо совсем не ощущаешь себя в центре города. И красота, природа.